Выключил. Мгм. Так, хорошо. Сейчас мне надо нажать "понятно", да? Окей. Сейчас я обновление выключить, извиняюсь. Так. В общем, классификаций патологии нервной системы достаточно много. Да, здесь на слайде представлены 2. Наиболее широко распространенные — это по типу, причины, которые вызывают повреждение нервной системы. Это могут быть травма, то есть как черепно-мозговая, так и любого другого рода, допустим, спинномозговая. Также это могут быть инфекции, нейродегенеративные процессы. Также, возможно, структурные дефекты СНС, да, допустим, при нейрофиброматозе, да, которые тоже вызывают те или иные дефекты и заболевания центральной нервной системы. Опухоли, в том числе онкологические, нарушение кровотока, то есть здесь имеется в виду и хроническая, и острая ишемия, вот, и, разумеется, аутоиммунные заболевания. В результате вот, по самой, распространенной классификации называют, сосудистые нарушения, нервной системы, которые включают прежде всего инсульт, транзиторную ишемическую атаку. Вот. Но инсульт вот по классификации нашей, как бы отечественной, бывает ишемическим и геморрагическим. Вот. Но как бы здесь про это как бы пишется отдельно, да, и выделяются несколько видов геморрагических кровоизлияний, да, вот, и субдуральный, и экстрадуральный, и субарахноидальный. Вот, ну, конечно, в нашей терминологии тоже иногда так выделяют, но далеко не всегда. И часто, вот, допустим, субарахноидальное кровоизлияние идет как геморрагический инсульт. Разумеется, как бы инфекции вносят свой вклад в патологию нервной системы. Вот, и об одном из этих, энцефалитов мы сегодня поговорим. Структурные нарушения нервной системы, тоже известны очень давно. Большинство из них, неизлечимы и имеют крайне тяжелое течение. Вот, но, многие как бы в принципе, и излечимые, существуют, медикаментозные, препараты для их лечения. Вот. Ну, вот мы поговорим, собственно говоря, сегодня об опухолях нервной системы. Ну, про функциональные заболевания, вот здесь они так называются. У нас, конечно, такой терминологии нет. Сегодня я расскажу про эпилепсию, так как, энцефалограммой занимаются очень многие у нас в институте. Вот. И, самое как бы интересное для многих студентов-неврологов, да, когда они приходят в неврологию, это все-таки нейродегенеративные заболевания. Вот. Они а, достаточно интересны по своему клиническому течению, да, по разнообразию, но, к сожалению, большинство из них вообще никак не лечится и очень мало купируется. Сейчас, одну минуту. Как убрать вот эту нижнюю панель? А то... Все, извиняюсь, да. Итак, первое заболевание, о котором мы поговорим, это болезнь Гентингтона, да, или хорея Гентингтона. К сожалению, заболевание встречается не так уж и редко. Вот. И самое как бы неприятное в нем, что оно начинается в таком достаточно молодом и зрелом возрасте, да, то есть когда человек в полном, скажем так, в полной своей активности, работоспособности, вот, и в расцвете лет, как говорится, да. И в этот момент развивается это вот тяжелое генетическое заболевание, которое наследуется от родителей, да. Оно аутосомно-доминантное, вот, и очень быстро прогрессирует. Вот здесь показана, собственно говоря, схема наследования, да. Сейчас чуть-чуть
более подробно расскажу об этом. Очень, конечно, неприятно узнать, что у тебя предрасположенность к болезни Гентингтона. Если вот кто смотрел «Доктора Хауса», там была такая девушка в его команде 13, да, вот, у нее и у мамы, и у брата, и, в общем, и у нее самой была вот предрасположенность к болезни Гентингтона. Но на самом деле как бы тяжесть этого заболевания и его пенетрантность зависит очень от количества вот этих злокачественных повторов. И на самом деле даже при полном вот это аутосомно-доминантном наследовании далеко не у всех пациентов развивается вот это заболевание в той тяжести, в которой вот оно традиционно описано. Вот. И, ну, самое главное, что то есть надо именно уточнять количество повторов, и про это ничего вот в сериале было не сказано, а на самом деле это на клиническую картину заболевания очень сильно сказывается. Так, вот еще раз про это. Что же, за счет чего происходит, собственно говоря, это заболевание? То есть, ну, я понимаю прекрасно, что мы говорим о собственно, патологии, да, но я не читаю лекцию врачам, да, поэтому я хоть и буду рассказывать немножко про клиническую симптоматику, да, и как развивается заболевание, вот, но очень стараюсь вот именно сделать акцент на патогенез, потому что это, ну, скажем так, ближе к нашему институту и так далее. Так, в общем, наибольший как бы вред вот этого мутантного гена, да, он заключается в повышенной токсичности вот его фрагментов, да, на нервную систему. И вот на данной схеме, собственно говоря, вот этот патогенез, да, вкратце показан. Да. То есть вот эти, скажем так, белки, да, попадая в клетку, они нарушают, собственно говоря, нормальное функционирование клетки, да, вследствие чего нарушается, собственно говоря, самое главное, а именно, нарушается синаптическая передача. Да, то есть это заболевание, да, оно характеризуется тем, что поражается именно глутаматная регуляция глутаматергической нервной системы. Вот. И, собственно говоря, за счет нарушения вот этой синаптической передачи у нас развиваются вот эти наши тяжелые симптомы. То есть прежде всего это токсическое влияние, да, которое приводит непосредственно к дегенерации стриатума. Да, то есть, и вот на слайде представлен, ну, собственно говоря, пораженный мозг, которым вот именно базальные ганглии подвержены вот такому тяжелому поражению, да. И, собственно говоря, из-за этого и возникают вот симптомы хореи, как ее раньше называли, там пляски и так далее. Вот. То есть вот основные симптомы, да, представлены на как бы экране. Вы видите, что самые первые симптомы – это все-таки моторные, да, и они связаны именно вот с тем, что было показано раньше, а именно с нарушением вот передачи и регуляции глутаматергической нервной системы. То есть и, по сути дела, поражение стриатум.
Но, к сожалению, заболевание прогрессирует, и очень часто, ну, даже не очень часто, а практически всегда затрагиваются и другие отделы коры головного мозга, в том числе и как бы фронтальные, и медиобазальные. И из-за этого у данное заболевание прогрессирует очень быстро в психиатрическое. Вот. И, честно говоря, вот даже эти движения, да, они, ну, не являются такой вот, ну, прям уж противной вещью, да, как вот психиатрические симптомы, которые очень трудно купируемы у данных пациентов и сопровождаются. То есть очень похоже даже на шизофрению. И самое как бы обидное, что исход, как правило, все-таки либо суицид, вот. Ну, то есть, ам, ну, в общем, тяжелое заболевание, вот. Но вот эти движения, да, типичные, на самом деле, как бы, которые вот на ранних этапах может увидеть любой, они действительно, вот иногда идешь и видишь, что человек так вот непонятно руками машет, да, вот, и ты понимаешь, ага, это болезнь Гентингтона, да, но ты видишь, что человек в сознании, что он адекватен, да, и понимаешь, что, скорее всего, все закончится не очень хорошо. Вот, собственно говоря, вот оно, вот это нейродегенеративное заболевание, которое обусловлено тем, что, а, ну, белок, да, что реплицируется неадекватный белок, который, собственно говоря, вызывает токсический эффект. Из-за этого нарушается функция синтеза и передачи, синтеза медиатора и передачи его в синаптической щели. Так, следующее заболевание. Тоже очень тяжелое, тоже нейродегенеративное. Это боковой амиотрофический склероз. Вот, ну, самый известный как бы человек с боковым амиотрофическим склерозом — это Стивен Хокинг, и известен он тем, что он в какой-то момент остановился. Не только тем, что он физик там и вообще гений и так далее, да, а в том, что данное заболевание, оно всегда прогрессирует, да, и прогрессирует оно до тех пор, пока человек перестает дышать, да. Вот у некоторых людей крайне редко в какой-то момент это останавливается. И вот, собственно говоря, у Стивена Хокинга а, это произошло. То есть сейчас я немножко расскажу про это заболевание, и станет понятней. Собственно говоря, это заболевание мотонейрона. То есть оно может быть как в нашей классификации, как с поражением верхних отделов, так и нижних. То есть это вот это апомотонейрон и лоу-мотонейрон. То есть из-за этого, соответственно, очень сильно разнится симптоматика. То есть поражаются либо а, функции головного мозга, либо сначала прогрессирует именно двигательная функция, патология двигательной функции. Ну, честно говоря, вот, чаще всего это все-таки патология нижних конечностей. Вот по статистике это встречается в 80% случаев, да, и как бы, ну, здесь вот эта классификация, как бы, что верхние и нижние мотонейроны, на самом деле чаще всего они вообще поражаются вместе, и то, и то. Вот. Но бывают редкие случаи, когда именно с нарушением бульбарных функций прогрессирует данное заболевание. Вот. Извиняюсь. На самом деле это заболевание чаще всего возникает в позднем возрасте, то есть где-то около 60 лет. Но, если честно, вот даже среди, моих пациентов есть те, у кого оно появилось раньше.
да. Несмотря на то, что это заболевание нейродегенеративное, да, есть определенная информация о наследуемости данного заболевания. Вот четкого гена, как с болезнью Гентингтона, ну, пока не обнаружили, вот, хотя вот определенная связь с определенными генами как бы и была обнаружена, да, но четко вот эта связь не прослежена. Поэтому пока, как говорят, что заболевание, оно может возникать просто. Вот. И это, конечно, ну, самое неприятное в нем. Так, ну вот вы видите на картинке, я посмотрела, что они из свободного доступа, поэтому я имела право их вставить. Вот. Что это могут быть пациенты совершенно разного возраста, да, и, к сожалению, прогноз для них, для всех достаточно тяжелый, они в какой-то момент просто перестает дышать. Вот. И, ну, самое обидное, что большинство из них, вот в отличие от болезни Гентингтона, где психиатрические расстройства, ну, очень рано появляются, и как бы все ухудшение, да, ну, оно как бы сопровождается психиатрическими расстройствами, то здесь человек в полном сознании, и как бы продолжает надеяться, что его вылечат, что вот сейчас вот, и что-нибудь придумают, как-то улучшат или хотя бы там функцию рук, ног восстановят. Но, к сожалению, это очень быстро прогрессирующее заболевание, и все заканчивается не очень хорошо. Так, прежде чем, как бы перейти к следующим, типам заболевания, а именно с инфекционной природой, вот, ну, мне бы хотелось сказать, что, в принципе, врачи пытаются лечить так или иначе нейродегенеративные заболевания. Сейчас, и какие-то генетические исследования проводятся, вот, и как бы есть, те или иные лекарства, которые помогают остановить развитие, да, вот. И, ну, я специально не стала вставлять, заболевание рассеянный склероз, да, вот, потому что, ну, оно встречается у нас, к сожалению, гораздо чаще, да. И, ну вот, допустим, по рассеянному склерозу сейчас в лечении очень большие подвижки. Вот, несмотря на то, что про излечение говорить рано, но, по крайней мере, застопорить развитие заболевания сейчас уже гораздо проще. Так, следующий тип заболеваний – это инфекционные. А, И мне бы хотелось рассказать в данном случае как бы о бешенстве. Да. Ну, почему выбор пал на как бы это заболевание? Ну, потому что оно незаметное. Вот, то есть вроде бы, то есть и человек и не болеет, да, но, к сожалению, это не совсем так. И проблема тут даже не в том, что, ну, как бы человека может покусать дикая собака, да, а проблема в том, что домашнюю собаку может там укусить лисица, там дикая собака, человек может об этом не знать. И когда вот мы учились в медицинском, собственно говоря, меня очень, шокировала история о том, как вот маленький мальчик заразился от своей собаки. Ну, в какой-то момент ей просто стало плохо, и он решил ей сделать искусственное дыхание. И, собственно говоря, она даже его не кусала, но вот так вот произошло заражение. Вот, и это, конечно, ну, э, достаточно тяжело. И, собственно говоря, дальше вот мне хотелось бы именно рассказать о том, патогенезе, который, собственно говоря, происходит при заражении бешенством. Когда человека кусает собака, вот, то через слюну, собственно говоря, передается вот этот вирус, который размножается в мышце. Вот, и дальше по а,
нерву, вот, передаются в центральную нервную систему, оттуда в слюнные железы, и уже там способен, собственно говоря, передаться уже другому человеку или каким-то другим образом. Но, к сожалению, люди, которые подвержены этому заболеванию, тоже могут кусаться. Я вот почитала на разных сайтах, да, что ну, риск для медиков как бы очень высок. Вот. Но на самом деле а, это заболевание, оно, конечно, неврологическое, потому что здесь поражается именно головной и спинной мозг, да, но симптомы скорее психиатрические. Да, и вот гидрофобия, да, один из самых как бы замечаемых симптомов при этом заболевании, он, как правило, ну, сопровождается именно похожими на безумие симптомами, да, поэтому как бы называется это бешенством. Вот. Но, несмотря на это, как бы заболевание протекает очень по-разному, и его очень легко пропустить. И вот особенно при укусе лисами, да, ну, дебют этого заболевания очень часто смазан. И вот, допустим, если вашу там собаку укусила лиса, да, ну, надо отнестись к этому серьезно, вот, потому что, ну, у собаки не обязательно будет пена изо рта, то есть вот прям вот такая заметная, да, вот, и как бы даже не факт, что она вас укусит, вот. И ну, лечения как бы, естественно, нет, потому что если уже вирус как бы размножился, да, мышечной ткани, то и попал в нерв, то уже ничего сделать, собственно говоря, нельзя. Но можно предотвратить, и поэтому вот эти шестикратные уколы вот этой вакцины, они, ну, на самом деле, действительно, по исследованиям позволяют предотвратить это заболевание, и хоть они ну, такие противные, ну, как бы очень рекомендуется их делать. Извиняюсь, я уже ушла действительно в какую-то медицину. Сейчас тогда немножечко вернемся к физиологии. Совершенно непонятно, как это все читать. Так. А, ну и следующий тип заболеваний – это все-таки опухолевые заболевания нервной системы. И принцип здесь такой. Любая клетка, которая делится, из нее может вырасти рак. Вот. И, соответственно, как бы зная все нейроонтогенез, да, вот, мы можем представить, из чего что может вырасти. Вот, ну, здесь вот представлена, собственно говоря, схема. Вот. Я так понимаю, что вам лекцию насчет нейроонтогенеза же уже читали, да? Вот, поэтому, ну, даже повторяться не буду, просто сейчас, когда дойдет до определенных, скажем так, заболеваний, буду про это рассказывать. Так, ну, собственно говоря, наиболее агрессивные опухоли головного мозга, они развиваются из, скажем так, наиболее недозрелых клеток. Я буду называть это так. То есть это вот это в нашей модели это глиобласты, олигодендробласты, то есть все бласты, бласты, бласты. Да? Вот. А, Самое как бы известное вот это заболевание, это вот глиобластома, да, самое агрессивное считается опухоль. И, к сожалению, даже при ее удалении, при химиотерапии это заболевание часто прогрессирует и рецидивирует. И вот мы знаем многих, скажем так, известных людей, которых так и не удалось спасти после развития этой опухоли. Да. Почему они развиваются? Да, здесь действительно очень-очень большой вопрос. И я вот даже в последнее время на полном серьезе пишут статьи, что всякие ну, лечения
стволовыми клетками, да, может вызывать именно развитие вот этих глиобластом, да, вот, ну, хотя это кажется как вот скорее из желтой прессы, да, но вот действительно пару статей я увидела на эту тему. Дальше, м, то есть в основном мы видим, что опухолевые заболевания нервной системы развиваются все-таки из а, глиальной ткани, вот, и астроциты, да, это, ну, наиболее частые клетки, из которых развивается новообразование головного мозга. Но они, в отличие от того типа опухолевых заболеваний, которые развиваются из таких бластов, да, могут быть и не такие агрессивные. Вот, допустим, вот есть такая астроцитома, да, которая вот поражает чаще всего гипоталамус, мозжечок, встречается у детей. Она, ну, совершенно не агрессивна, и ее достаточно просто удалить, чтобы, ну, никаких последствий в дальнейшем не развилось. Вот, но существуют, как бы и более злокачественные опухоли, астроцитомы, которые, в принципе, а, не так тяжело протекают, как вот это глиобластомы, но требуют и облучения, и химиотерапии. Вот, и, ну, в общем, с ними приходится повозиться. Что касается симптоматики, да, то здесь какая ситуация? Все зависит от локализации, да. То есть, в принципе, о функциях отдельных структур мозга вы все знаете. Я, ну, как бы даже, ну, не предполагала про это, честно говоря, рассказывать. То есть, мы понимаем, что где очаг, такую в головном мозге, такую симптоматику мы увидим. То есть, поэтому здесь, в принципе, помимо общих симптомов, да, вот таких как головная боль, а, тошнота и прочее, да, то есть вся остальная симптоматика, она скорее топическая. Ну, вот существуют и оболочечные, собственно говоря, опухоли, да. Ну, как правило, они средне прогрессирующие, да, то есть и хотя они требуют такого полноценного лечения, помимо хирургического, там и облучения, и химиотерапии, но так или иначе, вот. Ну, единственное, что здесь вот особенность какая, они вырастают до огромных размеров иногда. И здесь мы чаще всего, вот первые симптомы, которые мы видим, это симптом головной боли. Так, ну, собственно говоря, я извиняюсь, что я так немножечко спешу. Вот, ну, во-первых, не хочется никого задерживать. Вот. Во-вторых, все-таки, ну, это какая-то информация такая не очень приятная, да, вся трудно лечимая и так далее. И вот последняя, собственно говоря, тема, о которой мне хотелось поговорить, это эпилепсия, да, вот. И, ну, почему, извиняюсь, я это выключу, почему это моя любимая тема. Вот. Я, собственно говоря, выстроила, ну, свою презентацию таким образом, чтобы отразить свой путь как невролога в данных заболеваниях, да, от нейродегенеративных заболеваний, с которыми я очень много работала, но которые меня ввергли, скажем так, в депрессию, потому что, ну, вот этим людям, ну, никак помочь нельзя, да. Вот, в то же время онкологические заболевания, ну, то есть здесь работа не невролога, да, здесь работа онколога. И вот эпилепсия, это, собственно говоря, такое хроническое заболевание, которое долгое время не было излечимо и как бы
Мы все знаем, скажем так, литературные как бы данные и известных личностей, которые страдали эпилепсией, и как это сказывалось на их состоянии до тех пор, как не было, как бы вот было изобретено, собственно говоря, лекарство. Да. То есть сейчас некупируемые, скажем так, некупируемая эпилепсия, она встречается крайне редко и, как правило, вызвана, ну, какими-то либо тяжелыми генетическими как бы заболеваниями, например, с синдромом Веста, да, либо вот какими-то действительно опухолями, онкологическими процессами. Ну, в общем, об этом я тоже расскажу. Итак, вот сейчас вот здесь я представила последнюю классификацию эпилепсии, собственно говоря, да. То есть делится она, скажем так, фокальным началом, то есть очаговым, вот, генерализованным, вот, и, скажем так, нечетким и неклассифицируемым, да. То есть вот мы всегда можем сказать: "О, это фокальная эпилепсия", да, или "это генерализованная эпилепсия". Вот, но иногда и чаще всего это происходит при скажем так, каких-то генетических нарушениях у детей, да, мы не можем этого сказать. И мы говорим и о псевдогенерализации, да, и о типичных абсансах и прочем, да, то есть и это все у нас попадает в неклассифицируемые типы эпилепсии, вот, и, ну, но тем не менее, как бы лечить мы их пытаемся, да, и поэтому это обязательно, ну, нужно исследовать. Так. м, еще хотела, да, немножечко как бы пояснить, да, что у нас есть, ну, как бы эпилепсия – это не только вот классическая, скажем так, форма, когда человек падает на пол, да, у него тонические, атонические судороги, и потом клонические судороги, пена изо рта там и так далее. Нет. Ну, эпилепсия как заболевание, оно может быть очень мультиморфным. Вот. Опять же, оговорюсь, особенно при генетической патологии у детей. Вот. Но есть ну, и малые припадки, да, вы все тоже про них знаете, это абсансы. Вот, ну, как бы у нас даже в институте изучают абсанс у крыс. Вот, и для человека это, собственно говоря, очень часто пропускаемое заболевание, когда человек просто замирает, да, прекращает свою интеллектуальную и моторную деятельность, но иногда и даже не прекращает. Поэтому, со стороны иногда это выглядит, что человек задумался, да, и, ну, мало ли, может, он такой задумчивый. То есть у детей достаточно часто это пропускается, и как бы родители вообще говорят: "Да ладно вам, он у меня и так всегда такой, то есть, ну, ничего страшного". Вот. И иногда этот диагноз не ставится годами. Вот. Как бы, к чему я это все веду? Что, собственно говоря, энцефалограмма, которая широко как бы используется у нас, в институте, да, ну, это ведущий метод для того, чтобы выявить, эпилепсию. Вот, и, собственно говоря, пока единственный, да. Потому что, конечно, мне скажут: "О, МЭК". Да, МЭК – прекрасный метод и замечательно выявляет эпилепсию, даже в тех случаях, в которых ЭЭГ его не видит. Но, к сожалению, ну, этот метод, практически неприменим для рутинной диагностики. И, ЭЭГ, ну, в этом смысле как бы крайне, м, важный инструмент. А, Итак, хотелось бы остановиться на двух типах, собственно говоря. То есть мы поговорили немножко про абсансы, да, то есть это, в принципе, скажем так, вот как здесь написано, потеря или нарушение сознания. Да, на самом деле, как бы,
Про классическую потерю сознания мы не говорим, потому что человек сохраняет позу, да, вот. Хотя, возможно, и некоторые нетипичные движения, например, уходят глаза вверх, да, там поворот головы, но и не всегда. Вот, иногда даже человек продолжает писать, да, или, продолжает, ну, вот какую-то моторную функцию выполнять, допустим, нажимать, на телефоне кнопку, вот, и в результате как бы, другому человеку в этот момент приходит там куча пустых сообщений, да, пациент об этом даже вспомнить не может. Вот. Насчет памяти, да, и вот, responsiveness, да, здесь тоже большой-большой вопрос, да, потому что, человек может отвечать. Ты у него спрашиваешь: "Да?" Он говорит: "Да". Вот. Но потом он об этом и не вспомнит, что он тебе что-то отвечал. Теперь, что касается фокальной и генерализованной эпилепсии, да, ну, с генерализованной, в принципе, все понятно. То есть, это жизнеугрожающее, как бы, состояние, оно требует однозначно лечения. Вот, а вот фокальная эпилепсия очень часто не замечается и, скажем так, иногда на энцефалограмме это бывает случайная находка. Вот. Но потом, когда мы общаемся с человеком, да, мы, неожиданно узнаем, что, оказывается, у него там возникают при этом какие-то зрительные образы, вот, или у него там подергивается рука. Вот. Чаще всего, а, м, это проявляется вот морганием, да, то есть, как бы, и это очень хорошо видно на видеомониторинге, да, но бывают совершенно разные, как бы, бывают и обонятельные формы фокальной эпилепсии, и зрительные, вот как я сказала, образные, да, и слуховые, и смешанные. Вот, бывают даже, скажем так, с эмоциональным оттенком, когда вот, допустим, ну, человек идет, и тут у него как бы возникают образы, ну, какие-то вот картины там, с неприятным оттенком. Хотя они вот никогда там не были в каких-то зданиях, да, вот, но упорно возникает один и тот же образ, и который сочетается с каким-то вот негативным эмоциональным аффектом. Вот, но вот, при лечении, да, своевременном, это, конечно, все сразу же уходит. Человек замечает: "О, а, действительно-то образов больше и нет", да. Вот, но, к сожалению, если не лечить вот подобные вещи, да, они часто очень переходят именно в да что ж такое? Да, в генерализацию, которую, ну, уже все таки жизнеугрожающее состояние. Так, а, собственно говоря, что мы должны исследовать, да, чтобы, ну, исключить эпилепсию? Ну, прежде всего, это ЭЭГ, вот. Ну, желательно, чтобы это был видеомониторинг, потому что, ну, у врачей функциональной диагностики, у неврологов принцип такой: мы лечим человека, его клинические симптомы, а не ЭЭГ, да. То есть, ну, если мы даже видим комплекс пик-волна на энцефалограмме человека, это не значит, что мы ему будем назначать какое-то лекарство. Вот, то есть здесь должна быть обязательно клиническая симптоматика. И очень часто мы и родителей, и членов семьи просим снимать вот на видео, тем более у всех сейчас есть смартфоны, как протекает приступ, потому что это очень хорошо помогает подобрать правильное лекарство, вот, и помочь человеку. Для того, чтобы исключить, скажем так, определенные состояния, обязательно просим сделать МРТ. Вот когда у человека, даже у ребенка, впервые возникает вот какой-то приступ. Почему? Потому что опухоли, травмы, инсульты — это как бы одна из причин, возникновения эпилептической пароксизмальной активности на ЭЭГ, да. Но вот, как я дальше расскажу, она не считается вот по
скажем так, классификации 2017 года истинной эпилепсии. Вот. Ну, естественно, генетические мутации, да, и вот как бы у нас в институте как раз вот эти работы проводятся, да, они очень помогают в диагностике а, данного заболевания и помогают более грамотно подобрать лекарства, да, потому что, ну, при определенных типах генетических заболеваний очень часто возникает эпилепсия, да, она сопровождает эти заболевания. Но уже, допустим, известно, что вот при таких-то синдромах лучше назначать такие-то лекарства, а при таких-то вот эти ни в коем случае. Вот, поэтому это все как бы крайне важно. Вот. Ну, собственно говоря, а, ну, даже, я не знаю, наверное, стоит и как бы опустить этот слайд, потому что он больше клинический, да. Я, ну, как бы, уже про многое рассказала, но единственное, что на чем бы мне хотелось остановиться, да, на разнице между абсансом и атипичным абсансом. Вот, потому что, когда мы говорим о генетической патологии, да, термин "атипичный абсанс", у нас встречается, ну, в разы чаще. Вот. Прежде всего потому, что он протекает не так, как у здоровых, детей и взрослых, вот, и требует совершенно другого лечения. Вот. А, и сейчас вот я знаю, у нас в институте и даже, и на крысах, пытаются смоделировать определенные вот состояния типичного и атипичного абсанса, что крайне для меня интересно. Возможно, сделать свой вклад вот в дальнейшее лечение данного заболевания. Так, ну вот здесь, опять же, про то, что мы называем эпилепсией, что мы не называем эпилепсией. То есть раньше, если у человека возникали судороги, да, то это всегда эпилепсия. Но эпилепсия, оно как бы хроническое заболевание, которое, собственно говоря, ну, не имеет четкого вот очага, да, в головном мозге. Я здесь имею в виду причины, да. То есть сейчас, как мы считаем, что если есть очаг, травма, опухоль, а, некроз вследствие там инсульта, гематома, да, это, да, может сопровождаться судорогами, но мы не называем это эпилепсией. То есть это состояние в связи, ну вот с каким-то нехорошим процессом в головном мозгу. Вот. И, также мы не имеем права называть эпилепсией, да, определенные состояния, которые также, собственно говоря, связаны с той или иной видой травмы головного мозга, да, вот, но, и очень схожи на эпилепсию, похожи на эпилепсию как таковую, но, собственно говоря, ею не являются. Вот, но хотелось, обратить внимание на то, что, токсические разные как бы воздействия, в том числе некачественный алкоголь или избыток алкоголя, или недостаток — это немножко неправильно сказано, а синдром отмены алкоголя, тоже может вызывать судороги. И часто, ну, пациенты вот такие, приходят, попадают к эпилептологу с целью того, чтобы лечить эпилепсию, вот. Но потом у них эти судороги проходят благополучно сами, они срочно заканчивают свое лечение, потом возвращаются к определенному ритму своей жизни и, собственно говоря, дальше все так же провоцируется благополучно. Вот, к сожалению, часто судороги, скажем, вызываются и эндокринными расстройствами. И вот при некоторых формах сахарного диабета, вот, особенно первого типа, ну,
данные, часто даже генерализованные состояния очень часто возникают. Вот. И, ну, надо не забывать про фибрильные судороги, с которыми родители чаще всего приходят. Они не требуют лечения, они доброкачественные и благополучно проходят сами собой. Вот. А, а теперь, собственно говоря, поговорим про настоящие формы эпилепсии, да. Многие из них тоже проходящие, вот, при правильном лечении. Многие остаются с человеком на всю жизнь, ему приходится их постоянно лечить. Вот в последнее время в связи с появлением компьютеров, планшетов и прочее, очень часто ну, диагностируется так называемая светоиндуцированные судороги, да. То есть когда, ну, ребенок сидит, читает книжки, то у него все прям замечательно. Вот, как только он переходит на планшет, компьютерные игры и так далее, у него возникают приступы. Вот. Но здесь, это тоже эпилепсия, она требует лечения, да, но, грубо говоря, мы, как бы понимаем, что если бы никаких вот этих компьютеров, вспышек и так далее не было, то, скорее всего, у ребенка никакая бы вот эпилепсия никогда бы не развилась. Ну, это как бы вот что делать? Это вот, а, новый ритм жизни как. Вот, надо помнить, что у тех детей, которые благополучно пережили, ну, скажем так, ранние формы детской эпилепсии, да, у них во взрослом состоянии может сохраняться пароксизмальная активность, да, вот, и при отсутствии симптомов, да, она не требует лечения, но требует наблюдения. Потому что есть случаи, что когда и даже доброкачественные формы эпилепсии, уже вылеченные и прошедшие, они рекуррируются, то есть возвращаются обратно и протекают уже в новой, скажем так, не очень благополучной форме. Так, и, собственно говоря, м, про многообразие симптомов, да. А, ну, вот, скажем так, по долгу службы, да, вот мы, занимаемся детьми с генетическими, как бы, нарушениями, и, у данных детей, очень часто тяжело обнаружить, вот именно эпилепсию как таковую. Почему? Потому что у них нет, вот каких-то типичных симптомов, они не могут сказать о них, да. То есть, ну, если вот мы берем, расстройство аутистического спектра, да, то эти дети вообще очень часто замирают, да. Не потому, что у них при этом эпилепсия, ну, вот просто, это один из симптомов, да, которым вот сопровождается это заболевание. И очень часто, ну, как бы, нужно исключить у них наличие каких-то абсансов или псевдоабсансов, атипичных, извиняюсь, абсансов. Вот. Также, очень часто встречается по данным литературе, когда атипичная вот форма эпилепсии у детей с генетической патологией сопровождается, какими-то аффективными состояниями. То есть, избыточной агрессией, криком, плачем. То есть, ну, со стороны это выглядит как, ну, обычный капризы ребенка, когда он чем-то недоволен, да, и как бы сообщает всем об этом. Но на самом деле как бы это не так. И вот здесь вот на слайде мы видим, как, собственно говоря, может модифицироваться из года в год пароксизмальная, вполне доброкачественная активность у ребенка с генетической патологией, которая не сопровождается симптоматикой, а, патологическую активность, которая уже этой симптоматикой сопровождается. Вот. Ну вот, к сожалению,
Действительно, такое происходит, вот. Но, хотелось бы закончить на позитивной ноте, да. То есть, в отличие от, заболеваний, которые я говорила в первой части, скажем так, своего доклада, а, эпилепсия все таки лечится. Вот эти вот препараты, и прежде всего вальпроевая кислота, да, они на самом деле, ну, изменили вообще отношение к этому заболеванию. И сейчас как бы это люди, которые постоянно принимают, у них компенсированная форма эпилепсии. Это вполне здоровые люди, которые уже далеко не характеризуются вот, как вот раньше, Ганушкин описывал эпилептиформную, скажем так, личность, да. То есть нет, это уже, ну, нормальные люди, которые, ну, живут нормальной жизнью и даже могут водить машину. Вот, ну, собственно говоря, вот, на этой позитивной ноте мне хотелось бы закончить. Вот, если какие-то вопросы есть, задавайте.